Всем привет! Вы на канале Tracker in Scandinavia и с вами Федор. И сегодня у нас 11-я серия моего так названного сериала. И сегодня не понедельник. Сегодня у меня уже среда. Почему так? Потому что, как вам известно, я закончил в Стокгольме, и в воскресенье у меня была поздно вечером загрузка. Мне нужно было ехать в ночь. И ночь у меня это продлилась до среды. И вот сегодня даже я тоже в 4 часа ночи стартовал, то есть уже немножко я переборол эту систему, и сегодня хоть как-то произойдет у меня день. Вот, а сейчас стою на выгрузке в Норвегии, и пока я стою, увидел я у них ящик с подсыпкой, и я наберу сейчас себе 2 канистры подсыпки. Вот, мне нужно сейчас обрезать канистры, у меня 2 канистры, я засыплю, все подготовлю, и все. В принципе, к зиме я буду полностью готов. Ну и вот, план у меня такой. Одна большая канистра будет стоять здесь. Отсюда, я думаю, она никуда не денется. Ну, буду следить за ней, что она будет делать здесь. А вторую я поставлю на подножке. То есть маленькая, в случае чего, выскочил сразу, взял в руку, подсыпал под колеса и все. И то есть ее буду дополнять с большой. Вот. Ну, а большая закончится, снял, заполнил заново. Вот такой вот у меня план. Мы с вами переместились в Швецию. И поговорим мы с вами о мусоре, так как сейчас еду выгружаться мусором. Вот. У нас уже четверг. И, в общем-то, начнем. Значит, Швеция является одним из мировых лидеров по переработке мусора. И на первом месте она находится в Европе. На остальных позициях находятся тоже страны Скандинавии, Дания, Финляндия и Норвегия. Так вот, значит, в Швеции мусор перерабатывают и превращают его в энергию и топливо. Значит, цифры таковы, что 0,8% от всего только, общего мусора, который собирают в Швеции, только 0,8% идут на полигоны. Ну, то есть на полигон это как в наших странах делают огромную свалку, там желательно она будет возле большого города, то есть. Вот. Ну, в Норвегии, конечно же, свалки делают, их не видно. То есть они где-то будут в лесах, в горах, там, в отдаленной местности. Ну и это всего лишь только 0,8%. Если в наших странах это 100%, вот, то у них 0,8%. А все остальное, да, идет в полную переработку. В Швеции везде и повсюду шведы, то есть сами сортируют всегда мусор. То есть они такие вот, с детства у них вот это приучено, что нужно мусор разлаживать по правильным контейнерам. Везде установлены эти контейнеры, написано, иногда даже на нескольких языках написано. И тем самым они, конечно же, упрощают службам тоже отсортировать потом в дальнейшем этот мусор. И вот я, как всегда, вот вожу мусор из Норвегии. То есть Швеция перерабатывает свой мусор, и также она принимает мусор из других стран. На первом месте тоже Норвегия, то есть откуда они самое большое количество мусора принимают. И также очень много с Великобритании и, по-моему, с Исландии. Я даже сам недавно видел в порту, как приходят корабли с контейнерами. В контейнерах загружены такие же вот тюки, которые я вожу. Вот. И уже с этих контейнеров их выгружают, либо же прямиком везут на перерабатывающие фабрики. Вот. А я еду сейчас, наверное, это самый большой перерабатывающий завод, но о нем мы
поговорим, когда я уже к нему, собственно, подъеду. Он находится в Линчопинге, в городе. Вот, мне до него еще 130 километров. И вот, значит, на переработанном мусоре, значит, часть идет на отопление и на энергию. Огромная, то есть, часть. И также производится биогаз. И на этом биогазу работают все мусоровозы. То есть они работают либо на биогазу, который идет от переработки мусора, либо на электричестве, которое опять-таки вырабатывается с помощью переработки мусора. То есть у них заводы построены таким образом, и вся эта система, чтобы она работала без особого привлечения чего-либо. То есть технику закупили, а заправляют они ее собственным же производством. То есть, ну, очень это все грамотно у них выстроено, конечно. И их очень много по Швеции, в районе, наверное, 34 или 35, мне как-то такая новость попадалась, то есть вот этих вот перерабатывающих заводов, вырабатывающих энергию. Также Швеция пыталась и делает, и предлагает в других странах строить такие заводы. Даже в Беларусь было такое предложение. Хотели шведы в Беларуси построить этот завод. Но, естественно, потом они от этой идеи отказались, потому что у нас с нашими недовластями диалог выстраивать, в принципе, нереально. Вот. Также шведы тоже построили заводы и в той же Дании, и в той же Германии. Они способствовались ихними технологиями. Ну, а России там какое-то собрание было в 2017 году, и шведы выступали за то, чтобы в России не допускали строительства таких фабрик. Вот, потому что пока люди не научатся сортировать мусор сами, от этого толку никакого не будет. Почему? Потому что если полить все подряд, будет выброс в окружающую среду, огромный выброс нежелательных веществ и очень вредных веществ. Вот поэтому, то есть, они очень четко в Швеции здесь все распределяют. Пластмасса туда, дерево туда, там, ну, там, я образно говорю, там, то есть, бумага туда, это туда, это туда. Вот, и то есть, они то, что нельзя сжечь, то есть, это там пластик, еще что-то там, разные вида материалы, они это пускают на вот их это топливо. А все, что можно безопасно сжечь, они это сжигают и получают от этого энергию. Очень круто и доступно. Вот вам такая вот полезная информация. То есть больше, конечно, информации можете найти в интернете, я думаю. Об этом очень много есть информации в интернете. Ну вот и у нас такое получается. Вот у меня работа, я вовлечен в этот процесс, можно считать так, если глубоко подумав. То есть Норвегия также в распределительных пунктах, у них все четко распределено по контейнерам, и люди в основном пятница, суббота толпами едут, кто с прицепом, кто без прицепа, они едут и раскидывают по этим всем контейнерам. То есть не только мусор, а то, что, например, им не нужно. Старая мебель, там, старая техника, все это никогда в жизни не кидается в одну общую мусорку. Это все всегда разделяется. И, по-моему, даже в Швеции за то, что если ты будешь не мусор, например, выбрасывать весь в неправильные контейнеры, то есть, ну, как-то так, например, кто-то тебя там сдаст из соседей, что ты вот там не распределяешь мусор, вполне реально ты за это получишь штраф. Вот. Ну, а за то, что выбрасывают мусор правильно, все сортируют, то есть везде, во всех торговых центрах, естественно, на заправках стоят аппараты, и, пожалуйста, ты выбрасываешь по позициям мусор, получаешь на это какую-то сумму, которую ты можешь потратить в этом магазине или на заправке. А по утилизации своего бытового домашнего мусора, то есть вот шведы и Норвегия это бесплатно все, ну то есть сами должны просто привезти и
выбросить туда, куда надо. Ну и как бы у них это все очень налажено, очень все четко. Ну и в принципе, конечно, это долгое время у них происходит. Нашим странам до этого, ну, вряд ли вообще когда-либо прийти к этому. Вот. Ну и вот, значит, в Норвегии собирают у себя этот мусор, потом его дополнительно еще сортируют. Ну и вот делают такие тюки. Более мелкое загружают в специальные полуприцепы, я их называю мусоровозы. Но он по факту не мусоровоз, как бы, ну, щеповоз. Я даже не знаю, как он правильно называется, если честно. Сдвижной пол, щеповоз, мусоровоз. Даже, мне кажется, водители, которые на них ездят, они не знают, как он называется. Вот. Потому что я несколько раз спрашивал и толкового ответа не получил. Вот. И вот они, значит, возят насыпной вот этот мусор. Ну, а мы в прицепах, в моих таких тентовых, возим эти тюки с Норвегии в Швецию. Вот. На некоторых фабриках потом распределяют, рассортировывают. Из этого общего мусора собирают, например, там бумагу. И эта бумага может поехать обратно в Норвегию. И да, у меня было однажды такое, что я привез на одну фабрику мусор, а с этой же фабрики загрузил квадратные тюки, сбитые прессованной бумаги, и повез ее назад в Норвегию, на фабрику по производству бумаги. Ну вот такое происходит импортозамещение между Норвегией и Швецией. Очень все толковое, то есть, ну, конечно, это стоит поучиться всем странам у этих стран. Ну и не зря эти страны находятся на очень высоком уровне всего, вообще всего. Вот такие вот дела. Ну, встретимся уже перед фабрикой. И вон у нас вдалеке дымится наш гигант. И вот все здесь сейчас, то, что по левой стороне, это уже как бы идет территория этого перерабатывающего завода. И мы сейчас это все дело по кругу объедем. Вот по этому мосту буду я скоро переезжать к самому заводу. И вот у нас, собственно, название самого завода. Как правильно ее произнести, если честно, я не знаю. Техниска, Веркин. Пусть будет так. Техниска, Векен. И вот мы подъезжаем уже к нашему мусоросжигающему заводу, который находится на окраине города Линчопинг, вот, в 5 километрах от жилых кварталов. И вот такие вот современный, из 2 корпусов состоящий стеклянный завод. На заводе установлена система оптического сортирования, которая распознает зеленые пакеты с пищевыми отходами и сбрасывает их с конвейера. Извлеченные из них объедки отправляются на расположенный неподалеку завод по производству биогаза. Ну, а нам же сейчас на весы и на выгрузку. Погода мокрая, полностью нужно переодеться, потому что будет грязновато, я так представляю. Очереди нету, хорошо. Все, сейчас взвешивание, я пойду на 2-й этаж с документами. И не люблю эти весы просто. Вот неужели на таком заводе огромном нельзя было сделать нормальные весы? И все, дали мне номер РОК 30 на лобовое стекло, его ложу и еду сейчас на паркинг. И за мной приедет либо security, либо сам погрузчик, который проведет меня на место, где нужно выгружаться. А я пока что успею переодеться.
Я думал, это за мной. Что-то я стою уже полчаса, и тишина какая-то. Вокруг меня движуха какая-то идет, но за мной никто не едет. Ну вот это точно за мной. Так, а после выгрузки мы едем менять прицеп. Потому что этот прицеп меня уже достал, и маршруты плохие. И посмотрю я, прав ли я был, что маршруты зависят от прицепа. Ну а в моем прицепе проблема. У меня выходит воздух, и он очень сильно начинает выходить. Поэтому я написал это менеджеру. И сегодня я его скину. Но пока у меня есть информация только о том, что я его цепляю, но нету информации о том, какой я буду подцеплять. Поэтому все у нас сегодня впереди. Куда-то он меня далеко ведет. Да, на такие свалки я, конечно, не люблю тем, что вероятность пробить здесь колесо очень большая. Тем более, когда вот по такому говну едешь. Здесь дрифт можно было бы устроить, конечно. Ну и здесь нужно не допускать пробуксовки колес, потому что каждая пробуксовка колес увеличивает ваши шансы, чтобы пробить это колесо. Просто это ужасно, грязище, жесть какая-то. У меня нет просто слов вообще. Здесь просто нужен костюм РХБЗ, чтобы выгрузить. Все, окей. Пошел я, короче, вымазываться. Можно просто, мне кажется, выйти сейчас, покачаться по асфальту, и будет то же самое. Фу, выгрузился я, конечно, жесть. Пришлось мне раздеться прямо на улице, чтобы даже близко сюда эти вещи не тянуть в кабину. Так, и мне пока что тут что-то наприходило. Меняем мы прицеп, забираем мы прицеп, загружаюсь, потом я опять меняю прицеп. И беру я прицеп наш литовский. В общем, да, проблема с тем, что ремни, с моих ремней просто все стекает. А мне их сейчас нужно скрутить, потому что я буду менять прицеп. Ремни это все мои, замки это все мои. Мне это все нужно будет забирать. Ну, я пока что их по полу так раскидал, чтобы, ну, хоть как-то с них вода стекла. Ну, в общем, сейчас приеду на место, посмотрим, что у нас там получится. Итак, приехал я, отцепился. И сейчас пойдем. Надо мне сфоткать прицеп. Сфоткать прицеп и забрать свои вещи. И да, ремни мои эти. Так, поставить доски еще. И сейчас как-то это барахло надо мне разместить у меня на тягаче. Кстати, мой план, то, что я раскинул так ремни, в принципе, сработал. Вода хоть как-то с них сошла. Наверное, да. Наверное, их просто сейчас в гармошку сложу. Так они хоть как-то подсушатся. За ночь, тем более. Поедем медленно. Я думаю, ничего я не потеряю. Да, завтра меня ждет еще один прицеп. И я уже поеду в Норвегию. Остаюсь я работать с литовским прицепом. Посмотрим, какие у нас будут рейсы. Все кое-как загрузил. И сейчас мне нужно тут
не потеряв, доехать до прицепа. Но мне здесь ехать 800 метров. И сейчас, если здесь ворота будут открыты, то я напрямую поеду. Доехал до асфальта, надо посмотреть, что тут лежит. Все лежит отлично. Ничего не болтается. Нет, ничего не болтается, все супер. Так, и вот на этом паркинге где-то мне нужно искать наш прицеп. Какой там номер? Солнце в окно мне светит. А прицеп ММ269. ММ269. Окей. Сфоткать его надо будет сейчас. Проверить на целостность. Резину, все дела. И по приложению принять его надо будет дальше. В Европе, что ли, был заклеен? Окей. Сейчас я к нему подъеду и открою его. Так, общий вид посмотрим. Просто, чтобы таких явных повреждений не было. Отметки там есть в аксе. Там поцарапины, всякая эта фигня. Нам это не интересно. Ну, что, пойдет, пойдет. Завтра мне его все равно менять. Теперь посмотрим, что внутри. Ну, в общем, нормально. Замки, ремни, куча. Это мне все не надо. Пару себе возьму потом. В общем, для загрузки пойдет. Вот, все, наконец-то я зацепился. Все закинул. Теперь едем мы в сторону завтрашней загрузки. На сегодня я с вами прощаюсь. Завтра интересный день. Мы загрузимся, перецепимся с другим прицепом и поедем искать Зиму. И я думаю, мы ее найдем. Поэтому всем до завтра. Пока.